Привет, любители и профессионалы, матерые начинающие, конкуренты и заказчики. Сегодня у нас продолжение темы редких, но симпатичных валют в холодной ковке. И, пожалуйста, не стоит их путать вот с такими упоротыми завитками. Конечно, расскажу и обязательно покажу, куда их можно применить, а также постараемся объединить их с неправильными валютами из моего прошлого ролика. Вдохновение, а куда же без него, возьмем, как обычно, из настоящей горячей ковки. Ну а делать сегодня мы будем мою версию обратного завитка, и он в корне отличается вот от таких валют, где из обратного только неправильно загнутый кончик. А пока вы не перемотали, давайте проведем маленький тест. Вот одна валюта, а вот вторая. Напишите, какая из них вам больше нравится, верхняя или нижняя. Ну а правильный ответ, на мой взгляд, узнаете в конце ролика. А пока вы определяетесь и пишете комментарии, я приступаю к изготовлению кондуктора. Кстати, ребята, если вы не знаете, что такое вилка и как с ней работать, то, скорее всего, зашли на канал случайно. Поэтому для вас говорю, что симпатичные рисунки будут вот на этой минуте. За начало завитка, как обычно, берем мой старый проверенный кондуктор. О том, как его делать, у меня есть видео на канале, затратьте 5 минут на просмотр и полчаса на изготовление. И будет вам счастье. Чтобы ускорить процесс, берем обыкновенный завиток уже готовый, прикладываем его и обводим. В принципе, все, что нам надо, это сделать такое же начало, чтобы наша валюта никуда не уходила. Завиток у нас будет довольно немаленький, но и использовать мы его собираемся для больших хороших проектов. В общем, начало завитка мы выгнали, с ним никаких проблем, все просто, поэтому сразу его и привариваем. Я стараюсь, ребят, не усложнять простые вещи, поэтому лучше сделаю несколько примитивных кондукторов, но каждый под определенный необходимый мне размер. Этот завиток у нас получится не маленький, для больших проектов, такие как ворота, калитки, заборы. Возможно, найдутся специалисты, которые смогут вставить их в табуреточки, полочки или столики. Так как предполагается, что использовать мы будем как 15-ю, так и 20-ю трубу, то поэтому обязательно выдерживаем размер, чтобы она у нас влезала в наш кондуктор. И все обвариваем. Делаю это на прихватках, 5-6 штук вполне достаточно. Прихватки всегда ставлю таким образом, чтобы потом при переделке кондуктора можно легко было долезть до них болгаркой. Все, кондуктор наш практически готов. Еще раз проверяем зазоры, они у нас в норме. И переходим уже непосредственно к разметке его на столе нашего станка для холодной ковки. Как видите, ребята, в изготовлении кондукторов никаких сложностей не возникает, поэтому вы легко самостоятельно можете это сделать. Я не совсем понимаю людей, которые готовы платить немаленькие деньги за точно такие же кондуктора, только покрашенные в черный цвет, и палку-крутилку к ним. Еще мне кажется, если ты что-то продаешь, то должен довести этого до совершенства. То есть, на мой взгляд, надо было немного читануть про золотое сечение, спираль Архимеда или что-то подобное. Но если не можешь сам нарисовать красивую валюту, то купи покупную станочную от профи или другого станка и поймешь, чем твои загогули отличаются от настоящей валюты, сделаны по всем канонам. Бывалые поймут, о ком я и о чем. И если я не прав, то ткните меня носом в комментариях. Ну а у нас, ребят, финальная стадия. Все, что нам осталось, это разметиться еще раз, вставить штыри и хорошенько обварить их. Кстати, тем со штырями вполне годная. Гораздо быстрее, чем если все это крепление делать на болтах. Главное их правильно отцентрировать. И еще один лайфхак. Один штырь я делаю всегда немного короче. Но это уже после того, как все приварено. Чтобы легче было доставать кондуктор из стола. Ну что, ребята, вот такое лекало получилось. Главное, чтобы оно было рабочим. Уже не терпится его испробовать. Сейчас подчищаем за собой сопли от сварки в тех местах, где они будут мешать проходу нашей трубы. Нарезаем 3 пробных заготовки из 15-й со стенкой 1,5 мм. Материал нынче дорог, поэтому 20-ю трубу портить пока не будем. Для придания окончания нашу трубу пропускаем через мой примитивный, но эффективный станок. Кстати, если кто-то не видел ролик о том, как мне его подарили, ссылочка будет вверху. Вещь оказалась простая, надежная, в общем, в хозяйстве пригодится. Начало завитка, как обычно, делаем на моем универсальном кондукторе, к нему никогда никаких претензий не возникало. Все четко и гладко. Ну а дальше в дело идет наш новый кондуктор. И первая практика сразу показала, что у нас образуется залом. В принципе, причину долго искать не пришлось, потому что я с этим уже сталкивался, это была моя банальная невнимательность. Я просто забыл подчистить прихватку, которую ставил снаружи, чтобы легче было ее срезать. Поэтому пришлось убрать ее, а также еще одну и немного уменьшить
радиус нашего кондуктора. Так, второй подход к станку. И что мы видим? Никаких заломов. Валюта получилась гладкая и красивая. Подводим промежуточный итог, но он у нас неутешителен. Вроде бы валюта получилась без заломов, все нормально, но все-таки труба, ребята, это труба. Вот такой кондуктор, вот такая валюта. Посмотрел, я подумал, и меня это немного не устроило. Поэтому на скорую руку я собрал еще один. Старался сделать его как можно меньше, но даже этот вариант оказался слишком большим для моей неправильной валюты из прошлого ролика. Поэтому будем продолжать эксперименты. Ну а дальше, ребят, несколько примеров, куда ее можно использовать. Касается вопроса про две валюты в начале ролика, то правильный ответ – они обе страшные. У верхней слишком большой длинный участок, а у нижней неправильный выход. Если вы этого не заметили, то развивайте глазомер и чувство прекрасного. Ну а те, ребята, как водится, подытожим. Что касается кондукторов и, соответственно, валют, меня они абсолютно не впечатлили и не устраивают. Поэтому я буду делать еще несколько вариантов. Ну что, ребята, все, что знал, рассказал и показал. Никаких секретов я не открыл. Да, возможно, это не так круто, как согнуть трубу под определенным градусом, но, может быть, все-таки кому-то пригодится. Кстати, не забываем подписываться и ставить лайки, потому что я не покрасил кондуктора и не повесил на стену все эти узоры. Ну а дальше, ребята, вы знаете. Всем удачи, здоровья, прорвемся!